пожаловать в Африку, а именно в Агадир, город в Марокко на берегу Атлантического океана. Это самый популярный марокканский курорт с прекрасным мягким климатом, недалеко от Канарских островов. Даже лютой зимой, ночью температура редко опускается ниже плюс 10, а днем можно запросто обгореть на солнце. А вот вода здесь бодрящая круглый год. Океан не прогревается, даже в летнюю жару. Ну и отдых тут не египетский или турецкий. Люди приезжают погулять вдоль океана, позагорать, покупаться в бассейнах, посерфить на волнах. Очень много французских пенсионеров. Благо зимой тут приятные цены и климат. Население отлично знает французский язык. Есть под боком Каррефур с привычными европейскими продуктами и алкоголем. Агадир – современный марокканский город. Он был полностью разрушен землетрясением в 1960 году и отстроен заново. Поэтому из старины здесь только остатки крепости на горе. Пока мы решаем квест с транспортом из аэропорта Агадира, видео можно посмотреть по ссылке, уже темнеет. Поэтому заселяемся в наш отель Синдибад уже по темноте. Несколько слов о самом отеле. Отель Синдибад находится на такой вот площади небольшой, где несколько кафешек, кинотеатр зачем-то. И вот если пойти туда, там будет выход в море. Улица неплохая. На крыше отеля есть терраса и летний бассейн. На соседней улице большой Каррефур. До пляжа идти минут 15. Отель в целом не новый, но все очень чисто, персонал отличный и заселили очень быстро. Вот одна комната у нас. А тут еще вторая комната. Скромная ванная комната с феном и чистыми полотенцами. Забавная душевая кабинка здесь. Столики. Удобно. Да, шкафы такие тоже хорошие. Плечики нормальные. В общем, есть розетки. Вот это вот очень хорошо возле кровати. Коврики чистые. За окном слышно мечеть. После заселения идем пробовать местную кухню и отдыхать, чтобы встать пораньше и встретить рассвет над океаном. Завтрак в отеле Синдибад. То есть выпечка, небольшие закуски, фреш какой-то, чай и все. И яичко. Яичко это Оксана будет есть. Утро в Агадире. Вышли из отеля и пойдем прогуляемся. Наши кафешки спят. Котиков на столах нет. Котов нету. Вечером, интересно, тут коты все у корней деревьев прячутся. А собаки, значит, параллельно друг другу спят. Такие пальмы откормленные, толстые здесь. В целом для Африки чисто. Я ожидала больше грязи. Очень... Оксана была иного мнения вчера. Вчера вечером мне было очень не понравилось. Везде кто-то поет в каждой пальме, чирикает. Чайки очень упитанные. Если вы думали, что Бурж Аль-Араб находится в Эмиратах, то вы ошибаетесь, вот он. Борщ Аль-Араб. Цвет подходящий к борщу. Отель как режимный объект, весь окружен стеной с колючей проволокой. Как вы уже могли заметить, мы идем по туристической зоне. Все выходы к океану пронумерованы и активно используются под торговлю сувенирами и услуги. Это, например, один из многочисленных рынков для туристов Тафукт-Сук, и расположен он возле выхода к пляжу номер 10. Тут такая курортная зона. Ну да. Такая грязноватая курортная зона. Тут такие неплохие сувениры можно купить в Марокко. Их тажины, тажинчики, тарелочки, горшочки.
Керамика — это у них один из таких вот сувениров распространенных. А много изделий из дерева, шкатулок. В общем, езжайте сюда с пустыми чемоданами, приедете с чайниками, с разными шкатулками, с мылами. Так, ну что, рынок мы прошли. Вот. Это так интересно, какие красивые места туристические чередуются с какими-то пустырями заброшенными. И вот, собственно, выход к морю. Такой он неказист. О, смотри, какая красивая гора освещается солнцем. Океан прям живет аж. Дрожит земля, кажется. Ну что, дорогие друзья, мы с вами находимся на пляже знаменитом Агадира. Единственный курортный город Марокко. Курортный благодаря тому, что здесь огромный, пологий, приятный песчаный пляж. И можно купаться. Вот, сейчас мы вне сезон. Пляж пустой. Но в сезон здесь очень много как приезжих туристов, так и местных арабских семей. Первое впечатление от пляжа, конечно, это вам не Средиземное море, это океан. Вот, волны просто грохочут. Издалека их слышно, аж даже кажется, что земля содрогается. И это еще, как бы, мне кажется, нормальная погода, это не шторм. Насколько здесь пологий пляж, как далеко волны достают. В общем, приятно прогуляться. Пляж огромный. Вот, сзади меня он простирается до горизонта, километров 10, по-моему, он. Вот, можно видеть местного жителя, он прогуливается в традиционном халате джелаба. А это Артемом заинтересовались местные полицейские. Подъехали и спросили, что он здесь снимает. Артем сказал, что снимает природу. Их это устроило, они уехали. Пляж чистят и трактора, и эти черные копатели тоже им помогают. Ухаживают за пляжем, молодцы. Ну вот, за все время, получается, прогулок, я только сейчас мешочек один увидела. Вот эта вот зона прибоя очень комфортная для прогулок. Она такая утрамбованная. По ней приятно ходить, приятно бегать. Вот, кто пробежками занимается, вам сюда. А воздух здесь, конечно, непередаваемый. После мегаполиса просто вот отдыхаешь, так приятно. Ух, ничего себе, смотрите, какая огромная раковина. Это что ж тут за монстр был в море? То есть, причем не целая, это и часть. Вот это да. Это как тарелка, из нее, наверное, есть можно. В общем, мы вышли, где-то 8 часов было прохладно. Но вот сейчас только что вышло солнце и начало ощутимо припекать. Кое-кто даже успел покупаться. Не доползет. А я свои забыла. Они бы тут не помешали. Погода очень комфортная, на самом деле. Не знаю, кто любит жару, наверное, не понравится, но здесь такое хорошее сибирское лето. Ночью плюс 10 было, но это вообще было незаметно, в комнате было тепло, хотя без отопления. Вот, как только вышло солнце, сразу хочется раздеваться, снимать куртку, сразу становится очень тепло. Это январь, сегодня какое января? 10 января. 10 утра, и мы едем на сук Эль-Хад, самый большой восточный базар в регионе, и одна из главных целей для туристов в Агадире. Рынок окружен массивными стенами и имеет 9 ворот. Если вы едете на такси, то лучше сразу сказать, чтобы вас высадили у входа номер 6 или Бабт Фрауд. Это главный и самый красивый вход на рынок.
Ну что, мы с вами, дорогие друзья, находимся у входов в главный рынок Агадира, который является еще и достопримечательностью. Вот. Хочу обратить внимание на детали. Смотрите, какие ручки. Тоже такое все массивное. Сделано все, конечно, новодел, но сделано все по старым технологиям и все под старину. Очень красивый потолок и очень красивые узоры на двери. Конечно, это все ручная работа. Вот, и смотрится очень дорого и красиво. На этом рынке более 6000 лавок и магазинов, которые сгруппированы в различные сектора – мебель, ремесла, одежда, овощи, мясо, специи и так далее. Здесь можно найти все виды изделий ручной работы и традиционных украшений. У каждого кота свой отдел, да. Территория, где он кормит. Сразу можно понять по состоянию кота, как дела у продавца идут. Мне нравится, что у них все из натуральных материалов. У них дерево, у них металл кованый. Если дерево, пластика прям по минимуму. Thank you very much. Шикарный рынок марокканский. Такой запах стоит от этих апельсин. Обалдеть просто. А в Марокко очень популярны свежевыжатые соки. Обычно это гранаты или апельсины. Цена примерно одинаковая. Но нужно следить, чтобы не подсунули испорченные, как уже бывало. Мы посчитали, что на стакан сока уходит около 3 целых гранатов. Итак, включаем счетчик. Дирхам. Это 1,5 евро. Да. Ну что, вкусный? Чуть меньше. Скажи, спелый гранат? А what is it? And this is candle sugar. It's candle sugar good for memory, good for customer. I take meat and tea. واش كاينه المعنى ولا ما كاينه والو. Смотри. And this and for galas ala Morocco and the 45 spices for couscous, tagine, meat, lamb, vegetable. It's name ras الحانوت. And 4 spices for fish, for riba. And this is long pepper. And this is long pepper. What is it? Long pepper. It's hot. Berries, hot berries. And the Moroccanski chai mixed, mishanka. Mishanka. Good for memory, good for energy. О, супер. Интересно, да, супер. For Moroccan, you provide chai? Provide chai? От пробачаемого у этого любезного продавца отказались, но купили у него немножко миндальных орехов. Рынок показался пустоват, возможно, мы приехали не в сезон или не в то время. Рынок в основном для местных, но видно, что туристы тоже сюда часто заходят, продавцы говорят на всех языках мира. Ну а мы гуляем дальше. Идем по тихой марокканской улочке. Все у них за заборами, все у них за высокими стенами. Не знаю, кому нравятся коты, что их здесь так много. Мне это не нравится. И котам это тоже не нравится. Да, кот? Ты чей? В цивилизованных странах котов на улицах нет. Январь. Неплохой такой январь. Тоже очень интересная машина стоит. Напишите в комментариях, хотели бы вы здесь жить. Ресторан, кафе, ресторан и птисам. Ну что, готовы? Это марокканский салат. Вот. Судя по составу, здесь помидор, болгарский перчик, или нет, не только помидор, лук, кукуруза, специи. Сверху яичко. Вы это будете есть? Нет, будем только смотреть. смотреть на него и снимать все, Ростислав. Вы хотите посмотреть, то есть снизу находится кускус. Вот он, кабачок, морковь, перец, говядина сверху лежит.
Морковь, лук. Морковь, лук, специи, да? Ну, а вот это еще поливать. Сам вкус больше. Ну, все нормально. Это сразу оседает. Все? Все? Можно поесть? Пообедав рядом с отелем и немного отдохнув, идем в Макдональдс, поскольку молодежь марокканскую кухню не оценила и просил чего-то привычного. Такая жара, просто пипец. Пришлось обмазаться кремом. Европейская еда в Агадире сконцентрирована в туристической зоне. А вот тажины там, наоборот, найти сложно. Днем песок хорошо прогревается, и многие гуляют по пляжу босиком, и мы в том числе. Интересный момент, что ветра с океана вообще не было ни разу, ни днем, ни ночью, и не только в Агадире. Недалеко от нашего отеля Синдибад находится вот такой парк Жардин. Мы видим надписи на арабском, на берберском и на французском. Английский здесь совершенно не в ходу, только французский. Ну вот, собственно, сам вход в парк. Интересная местная экзотика. Подметают большим пальмовым листом. Готовая метла. Все везде ухоженное и подстриженное. Нет такого, чтобы пальма висела с сухими листьями. Для детей площадочка аккуратная, с мягким покрытием. Вот кактусы здесь роскошные. Вот возле каждого кустика информация. Беседки, где можно посидеть. Интересное оформление. Здесь такое красивое. Я так понимаю, в африканском стиле. Сланец. Издалека выглядит как кусочки коры. Ну, смотрится очень симпатично. А рыб здесь сколько? Вот тут, наверное, камера не передает. Очень много мелких рыб. Так это гуппи аквариумные. Вон они, смотри. Гупешки плавают. В целом, Северная Африка, конечно, она зелененькая. Больше похожа на средиземноморскую растительность, чем на африканскую. Парк небольшой, но очень уютный и красивый, рекомендую. Не так уж и много в самом Агадире мест, куда можно было бы сходить. Одна из них – это древняя крепость на горе, или Казба. Так, сидим в автобусе на гору. Проезд стоит, чтобы вы знали, 8 дирхам, а не 4, как в некоторых источниках пишут. Так, пока автобус весь не набьется, никуда не поедем. Если вы хотите успеть на закат, то приходите очень заранее, поскольку время отправления автобуса нигде не указано. Так же, как и остановка, никак не обозначена. Вариантов подъема 4. Пешком, на автобусе, на фуникулере или официальном такси с специальным разрешением. Судя по количеству местных, штурмующих автобус, Казба популярна не только у туристов. На гору поднимаются не столько ради старой крепости, от которой осталась только одна стена, сколько из-за панорамных видов на город и океан. Съемка заката над океаном – отдельное развлечение, а чтобы найти свободное место на стене, нужно постараться. Но, как оказалось, нужно было спуститься немного ниже. Поторопились и снимали закат в самом верху, а там часть перекрыта на реконструкции, и закат, собственно, видно не было. А те, кто пораньше приехал, смотрелись, спустились чуть-чуть пониже. И вот здесь уже было видно лучше. Сумерки в Агадире зимой очень короткие, и как только солнце скрылось за горизонт, быстро стемнело. Можно было бы спуститься на автобусе, но это было бы неинтересно. Тем более, что казалось, что спуск будет намного легче подъема. Хочу предупредить, что дорога вниз максимально неудобная, пешеходная, с какими-то торчащими огромными валунами со всех сторон. И ноль освещения. И местная молодежь, ну что, так нравится, сидит тут по углам, шумит по темным, обжимается. Вот там, где есть мусорки в Марокко, там и мусора меньше. Да, очень, конечно, интересно. На пешеходном спуске попадаются... Вот мы спускаемся. Кто недостаточно потренировался. Еще есть дополнительные тренажеры. Дороги жуть. Так. Ну, а у нас по пути еще один тренажер.
Сегодня еще интересный такой момент был. Мы, значит, нашли мы винный погреб в Каррефуре. Такой незаметный вход вниз в подвал. Вот. Ну и там стоят ряды с винами. Там, значит, алкоголь продают. Алкоголь-то они продают. Даже вина марокканские продают. Но у них ни в одном магазине нет штопора. Мы спросили у охраны, где нам взять штопор. Он такой: 50 дирхам. То есть за 5 евро предложил нам купить штопор. Если что, обращайтесь к охраннику, в общем. Под горой находится палаточный стритфуд для непритязательных, где готовят в основном морепродукты. Также там логово таксистов и платная парковка, поскольку в гору на своем транспорте заехать нельзя. А спуск с ночью с горы в Марокко – это, конечно, интересный опыт, но в другой раз я бы лучше взяла бы кабинку или автобус. Спускаясь с горы, вы попадаете в Марину Агадира. Это респектабельный район с закрытым жилым комплексом и ресторанами в европейском стиле в самом начале набережной. Это популярное место для вечерних и ночных прогулок. Отовсюду слышна музыка, много гуляющих, местных и туристов. А мы решаем протестировать Pizza Hut, поскольку даже у международного фастфуда есть региональные особенности. Так оно и оказалось. Pizza Hut по-мароккански. У них, значит, дают тарелку, ты подходишь и набираешь себе какой хочешь салат. Ну-ка, мне просто интересно, они у них обычные или они у них со специями марокканскими? А вот еще смотри, какие масло есть? штучки есть такие вот. Смотри. Ну, орегано. Орегано чувствуется? Вообще не похоже. А там что-то 4 вида края было. А где томат? Оригинальное представление у них о пицце. Тесто в виде сухого крекера, полное отсутствие помидор. Вкусное, но нет, не пицца. Вообще не тесто. Спасибо этому дому в Агадире. Пойдем к другому, в Эссуэйре. Все, выселяемся из отеля. Все? Bye. Стоим перед автовокзалом. Такой немного пафосное, но немного запущенное. Междугородний автовокзал в Агадире выглядит слегка потрепанно и пустынно. Но выбор транспортных компаний и маршрутов довольно большой. И тут вот выход на платформу. Кроме НЦТМ, здесь есть и другие перевозчики с вполне приличными автобусами, если верить рекламным фото. Местные покупают билеты прямо перед поездкой, а мы купили онлайн, есть такая возможность. Указано, что кассы работают 24 часа. Интересный, да, вокзал. 3 этажа. Везде кафешки полупустые. Если бы в Марокко был конкурс на самый маленький чайник, то, мне кажется, это кафе заняло бы первое место. Смотрите, совсем маленький. Я не могу наливать, ручка очень горячая. This is бургер за 30 дирхам или 3 евро. This is чай за 8 дирхам или меньше 1 евро. Вид на автовокзал. Посетим, специальная платформа для своих. Обратите внимание, возле пасутся на стройке, на куче строительного мусора. Ну а где им еще быть? Ростислав снимает селфи. Нет, это просто так. Наверное. Какой-то подъехал. Ну а мы едем в прекрасную Эссуэйру, откуда будет наше следующее видео, посвященное Марокко.